Hi all, welcome to our channel. If you love history and you're passionate about metal detector search, if you're interested in treasure hunting and searching for various artifacts, this channel is for you, my friend. My name is Arturs, A-R-T-U-R-S. Arturs. I don't know why, but people don't understand my name when I answer them in English, probably because of my horrible accent, but it is how it is, guys. You'll need to leave it there from now. I am a videographer and a photographer myself, and I got nothing to deal with history and treasure hunting, but I know someone who does, guys. But before we start, guys, I kindly ask you to subscribe this channel, like and comment this video, please. Begging you. We decided to create a brand new channel and dedicate all our free time to it. Be at very origins of our story and help us to grow, please. I promise it will be very interesting over here. So stop wasting our time and let's get down to business, guys. Всем привет! Меня зовут Раймонд Стыканс. Я занимаюсь металлопоиском с металлоискателем. Основная моя тема — это поиск артефактов исторических по Первой мировой войне. Так, мы находимся, местность — это Латвия, Литва. Здесь проходила оппозиционная война. Где-то с 1915 года осени по 1918 год здесь стояли друг напротив друга немецкие войска и российские войска. Ну и после этого осталось, естественно, много всего в земле интересного. С российской стороны остались окопы, а с немецкой стороны много осталось бетонных укреплений, укрепления для пушек, укрепления для пулеметов, склады для амуниции, склады для боеприпасов. Много здесь на нашей стороне осталось немецких кладбищ, около 7-8, многие еще не найдены. Ну, война здесь началась именно в моей местности с 1915 года, это была осень, и закончилась в 1918 году. Восточный фронт, и здесь столкнулись две большие армии. Это была немецкая армия, Германия, и Российская империя. Вот после них все наши леса, поля буквально перекопаны и окопами, блиндажами. Всюду много амуниции, колючая проволока, бетон. Все это и сейчас можно найти в наших лесах, на наших полях. Этим делом я занимаюсь, можно сказать, хобби, но оно уже немножко переросло чуть больше. Вот видите, создана небольшая коллекция. Ну, занимаюсь я этим где-то лет 12, может чуть больше. Как я купил свой первый металлоискатель, потом их много поменял уже. Сначала вещи лежали на улице, потом в подвале. Чистили, делали какую-то реконструкцию. Ну, наши поиски основываются, скажем, сначала на документах, на какие-то информации с интернета, информации из книг, информация из архивов. И используем и немецкие архивы, и архивы из России, свидетельства из местные жители много помогают, что-то рассказывают, но их все меньше и меньше становится. Бабушки и дедушки, ну, конечно, уходят, они помогают в этом. Плюс смотрим по рельефу. Там, где были когда-то столетние хутора, там всегда стояли немецкие войска. Эти места мы можем найти по фундаментам. Где-то большая ель, где-то дубы стоят. Вот по такие вот маленьким крупицам мы это все находим. Ну, я этим занимаюсь со своим младшим братом. То, что мы нашли, это все найдено вот именно по этой местности и еще соседней волости.
Все это можно будет увидеть здесь у нас в нашем маленьком музейчике. Так, ну и чтобы много тут не рассказывать, не говорить, я могу показать нашу коллекцию, то, что мы нашли с моим братом. Ну, на данный момент сейчас зима, земля замерзшая, твердая, копать очень тяжело. Но как только подойдет весна, мы опять поедем на поиски, на коп. И будем все это показывать на видео, на нашем канале. И оставайтесь с нами, подписывайтесь. И вы все это увидите, скажем так, как это происходит вживую. Вот и сейчас я вам покажу нашу коллекцию, то, что мы копали, какие нашли артефакты, интересные вещи по войне, то, что было найдено за эти 13 лет. Но это только начало, и мы будем дальше показывать то, что мы находим в полевых условиях, в лесных условиях, на месте копа. Чтобы ничего не упустить, не пропустить, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, свои комментарии, замечания. У нас это будет немецкий шлем Пикельхаубе, головной убор немецкого солдата. Ну, пикель это чисто как украшение, и в ходе войны они стали маскироваться, делаться на них чехлы, потому что на солнце, как только солдат может из окопа выглядывать, высовываться, то солнце отсвечивает, это уже опасно. Основа была найдена в одном из заброшенных домов. Сам пикель, сама птичка, все вот эти вот знаки, это было откопано в земле и нами восстановлено, покрашено, все настоящее. В данной витрине тоже наши находки с боевых позиций. Здесь есть и немецкая армия, и есть российская. Вот здесь мы видим российские прэги. Здесь видим амуниция, какие-то вещи, монеты, стекло с тех времен. Также различные жетоны, пуговицы, так, наконечники для ножей, шашек. Так, вы ничего не подумайте, это череп не настоящий, не с боевых позиций. Он сделан уже из гипса, специальный как манекен, подставочка для этого шлема Пикельхаубе. Ну вот на этом стендике мы видим упаковки от немецких сигарет папирос. Тогда особо не было бумажных, и все делалось из жести. Допустим, вот эта вещь, это была вакса для сапог, ботинок. Здесь были иголочки для патефона, ну, все остальное по сигаретам. Вот эта вещь, это упаковка для мужского одеколона. Вот он сам, эта бутылочка, найдена нами тоже на местах боев. Ниже мы можем увидеть немецкие чернильницы. Также здесь мы можем увидеть, как немецкие солдаты и офицеры использовали гильзы. Вот уже использованная гильза, да, от винтовки Маузер К-98. Вставлялся карандаш, зажимался, и можно было писать. Вот. И за 100 лет с чем-то в земле это полностью сохранилось. Ну, вот на данном стенде у нас есть немецкие награды. Это тоже не копии, это настоящие. Ну, обычно давались солдатам за проявленное мужество в бою. Ниже мы видим немецкая патриотика. Всюду носился это немецкий военачальник Гинденбург. Ниже мы видим его фото. На данном стенде мы видим все, что найдено по стеклу. Это немецкие бутылки.
то, что немцы употребляли, скажем так. Вот это вот пивные, это все тоже пивное. Вот такие бутылки использовались под джин, под воду минеральную. Но вот эти вот данные стаканчики, они были не под алкоголь. Это там находилось повидло, мармелад. Ну и также здесь мы видим вот эти белые керамические бутылочки с носиками. Это называлось одл. Они использовались для гигиены зубов. И вот они часто попадаются на позициях в окопах около блиндажей. Вот здесь мы видим седло немецкого кавалериста. За 100 с чем-то лет оно отлично сохранилось. И было найдено в одном из домов заброшенных. Удивительно, что его не съели ни мыши, ничего. И вот кожа, все полностью, все сохранилось. Это была немецкая конница. Данная бочка тоже конец 19 века. Из-под чего мы сейчас не скажем, но возможно это был какой-то алкоголь. Здесь у нас стоят щиты. Эти щиты ставились на окопы. Сюда вставлялся ствол винтовки, и это защищало солдата от попадания пуль. Это тоже немецкие, а вот здесь даже есть небольшое попадание от пули на данном щите. Здесь у нас в основном немецкие боеприпасы, гранаты. Вот эта так называемая известная черепашка использовалась под Двинском на Белорусском фронте. Но она была экспериментальная, где-то использовалась около 1 года. Здесь мы видим винтовочные гранаты. Они вставлялись в ствол винтовки и холостым патроном выстреливались на 300-400 метров. Здесь мы видим такая вещь. Здесь подвешивались гранаты. Это вешалось все вот здесь на грудь. Специальные отряды штурмовики, там 10-15 человек шли, заходили в русские окопы, дергали за чеку, забрасывали русские окопы в блиндажи. Ну вот здесь мы видим граната Лемона. Это был английский инженер военный. Он создал такую гранату. Здесь мы видим остатки знаменитой гранаты немецкой. Она называется в простонародье колотушка. Далее видим патронтаж к винтовке Маузер К-98. Дополнительный магазин обойма. У нас есть в коллекции вот такие старинные часы, конец 19 века, начало 20 века. В нашу частную коллекцию их подарила одна местная жительница, пожилая. У этих часов есть ключ для подзаводки, мы постоянно их заводим, и они довольно точно всегда показывают время. Так, а вот данный стол, ему уже где-то более 100 лет, он дубовый, на нем тоже собраны различные артефакты, только здесь пока смешанные эпохи. Самовар, конец 19 века, немецкие деньги, немецкие жетоны, опознавательные знаки, найденные здесь на месте боев в нашей местности. Тут лежат фото местных бывших жителей, которые когда-то воевали в Первую мировую войну. Немецкие деньги, они когда-то были обесценены в Первую мировую в Германии, и люди обклеивали этими деньгами стены вместо обоев. Тут из земли выкопанные монеты медные, царские, тоже конец 19 века. Далее мы можем увидеть парад. Он сделан в подарок этим человеком, который сейчас нас снимает. Это Kodak, выпуск где-то 1900 год. Вот это его чехол. Вот здесь на стульчике висит лента. Она деактивная уже. Это лента от немецкого пулемета МГ-08. Использовался в Первую мировую войну немцами. Ну, у нас в коллекции очень много вот таких утюгов. Они изготовлены из
чугуна. Они использовались уже в 19 веке, в 20 и они дошли даже до 50-60-х годов уже 20 века. И часто использовались в Советском Союзе совхозы, колхозы. Вот на данной полочке висят такие головные уборы советских военнослужащих. Мы показали вам сейчас нашу коллекцию частично, дальше будет больше. Ну и если показывать всю коллекцию, то что у нас есть, все предметы, артефакты, это займет несколько часов, если не больше. Мы вас не будем и не хотим мучить, поэтому подписывайтесь на наш канал новый, ставьте свои лайки, ставьте свои комментарии, какие-то отзывы, и всегда ждем вас на нашем канале. I really hope that you enjoyed this video, guys, and I really hope that you subscribe our channel. If not, I highly recommend you to do that, as we have lots of things to show and lots of stories to tell you. Honestly, we have lots of interesting stuff located in our forests and fields, like trenches, bunkers, pillboxes, German soldier cemeteries, abandoned steadings and other things. Also, according to the stories of old-timers, mystical things are happening here. Basically, we have rich history as many historical events took place here. We will explore all of that. Soon we are going out with metal detector to search for historical artifacts. Make sure you don't miss it all. I wish you the best, guys, and see you next time.